Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». Сегодня нас пригласили на презентацию одного уникального проекта, который находится в районе моего любимого Алсанжака, у самой вершины горы, точнее, можно сказать, что на горе, в очень классном месте, в отеле, где есть свои виноградники. Комплекс отелей, который состоит из нескольких домов. Там номера отельные в этих домах. Также есть ресторан, спа-комплекс, винный бар и своя винодельня. И возле этого отеля сам инвестор, хозяин этого отеля, он также является инвестор очень крупной строительной компании на Северном Кипре, которая построила такие комплексы, как Кибристаун, Милос Парк, Дежа Блю. Этот комплекс, этот объект, который сейчас будет строиться и уже часть построена, будет представлять собой небольшие домики, которые находятся, они находятся вот правее. Мы сейчас к ним сходим, я вам покажу. Там квартиры 2+1 на первом этаже и на втором этаже. Такие маленькие домики красивые, с прекрасным видом, которые можно далее сдавать в аренду, также жить самому. И самое главное, нам сказали, что здесь будет связь между отелем и этими домами. Сюда смогут приезжать люди семейные, с детьми и отдыхать, снимать в аренду. И все вопросы по аренде берет на себя отель. В данный момент отель очень хорошо заполняется, на 80% нам сказали. И здесь также в ресторане никогда нету мест на выходных, здесь приезжают певцы. Публика здесь немцы, англичане, очень много людей с Израиля. В общем, мы вам хотим показать этот проект, он очень интересный, он такой эксклюзивный. Всего на продаже 40 квартир, из них большая половина уже выкуплена. И я хочу сказать сразу цены, что квартира 2+1 стоимостью 135-150 тысяч фунтов. Это инвестиционный проект, но также может быть для проживания. Пойдемте посмотрим. Мы сейчас идем в одну из комнат маленького уютного отеля. Он состоит из нескольких блоков, двухэтажные домики. Посмотрите, с каким классным видом на виноградники. Такого плана отели есть в Италии, в Испании. Смотрите, какая красота, горы, море.
Смотрите, какая красота. Еще сегодня такая погода спокойная, солнечная. На дворе конец ноября. Я показываю эту комнату, чтобы, во-первых, поняли немножко размеры, чтобы вам понятно было потом размер квартиры. Комната примерно 27 квадратных метров. Квартиры, которые мы будем смотреть, они примерно 80 квадратных метров, чтобы вам немножко было понятно разница и размеры. Видите, комната для отеля, она комната очень большая. Все сделано. Смотрите, нам очень важно, чтобы все выглядело опять натурально. Не эти все бомбастические люстры и все это самое. Все очень спокойное, натуральное. И весь дизайн, и дизайн квартир будет очень похож. Вообще дизайн проекта, он очень похож на дизайн самого отеля. Что я опять, как говорю, они будут вместе комбинировать. Находится в очень таком природном, красивом месте, и хочется, чтобы внутри как раз сохранить эту природу, но были натуральные материалы. Здесь находится, кстати, мы уже отсюда можем видеть, здесь находится спа. Как я вам говорил, делают всякие очень уникальные тритменты. Это единственная спа, которая делает, они называют это винотерапия. Единственная на Кипре, которая этим занимается. Вот обратите внимание, вот, видите, спа. Здесь на улице находится джакузи. Это джакузи, которая подогревается. Сам камень привезен с Италии. И внутри находится джим и всякие комнаты для процедур. И здесь делают процедуру из вина, скрабы, и также все связано с вином. Вы представляете? Как я говорил, проект сам маленький, всего лишь 40 квартир. В этом и уникальность проекта, я объясню почему. Будет находиться таких вот 20 домиков, в каждом домике по 2 квартиры. Первый и второй этаж. Все квартиры одинаковых размеров, все они 2 спальные комнаты, 80 квадратных метров, но чистыми 80 квадратных метров. Не засунут туда ни террасы, ни туалеты, ни ванны, не знаю что. Здесь будет центральное здание проекта, в которое будет все facilities. Бассейн, джакузи, сауна, спортивный зал, маленький кофе-бар. И, скорее всего, мы здесь откроем маленький магазинчик. Маленький супермаркет, потому что здесь ничего нету в самой деревушке, поэтому, скорее всего, мы откроем маленький магазинчик здесь тоже. Идемте дальше. Сейчас мы пройдем в шоу-хаус и посмотрим, что из себя представляют квартиры 80 квадратных метров. 2+1. Они будут расположены вот в таких домиках. Смотрите, какая панорама. Хорошие качественные материалы. То есть вот застройщик не поскупился на кухню, на качество стройки. Плитка дорогая. Все очень хорошо. Большие окна. И вот такой прекрасный вид на море. Это просто пушка-бомба.
Короче, ребята, очень важно, смотрите, почти все квартиры, они находятся на первой линии. Сам проект идет он полукругом, okay? Почти все, 80% квартир находятся на первой линии, поэтому у вас или есть великолепный вид на море, или на горы и виноградники ваши. Зависит, где сама квартира. Здесь опять зеленая линия, зеленая зона, и никто не может здесь строить. И, скорее всего, Северный Кипр никогда не говори никогда, но по большому счету это зеленая зона, и здесь никто не может строить. Okay? Поэтому вид здесь будет такой постоянно. Опять зависит от локации самой квартиры. Сейчас, если говорим о ценах. Опять зависит от локации самой квартиры. Ценники немножко разные. Начинается со 135 тысяч фунтов и на сегодняшний день заканчиваются 150 тысяч фунтов. Опять, те, которые с видом на море, а что осталось там 3-4 последние квартиры, 150. Те, которые с видом на виноградники, 140. Те, которые более внутренние квартиры, они за 135. Отель будет вести этот проект. Отель, во-первых, будет давать этому проекту все базисные maintenance facilities, сервисы. И отель будет давать этому проекту все менеджмент сервисы. Что я имею в виду менеджмент сервисы? Начиная от уборки, стирки и платить ваши счета, и заканчивая то, что отель вам будет сдавать вашу квартиру, если вы хотите. И это очень важно, если мы говорим об инвестициях. Okay? На сегодняшний день, когда люди здесь покупают квартиру, особенно те, которые покупают для инвестиций, и здесь не живут, обычно кто-то должен этим заниматься. Okay? Мы сегодня предлагаем систему, которая уже работает, у которой уже есть клиенты, у которой есть уже люди, которые этим занимаются. Okay? Ваша квартира будет часть, как это правильно русский, часть самого отеля. Okay? Когда люди зайдут в сайт отеля, у них будет такая комната, квартира. Okay? Они могут выбрать из того, что отель предлагает. Поэтому квартиры, вы понимаете, будут поддерживаться на очень высоком уровне, потому что отель пятизвездочный, бутик-отель. Если он сдает свою квартиру, сдает вашу квартиру часть как своего отеля, он обязан, чтобы квартира выглядела как пятизвездочная. Поэтому это очень важно, потому что, знаете, если вы покупаете квартиру, отдаете его кому-то, какой-то менеджмент компании, которая за вами смотрит, за этой квартирой смотрит, она смотрит, не смотрит, и через несколько лет квартира выглядит как изображение. Поэтому здесь очень важно, опять, за квартирой будут следить на очень высоком уровне. Здесь находится наш винный магазин, здесь продается наше вино, только наше вино, как видите. Сама виноделия называется Этель. И есть очень интересная история, почему называется Этель. Говорил владелец этого места, он очень большой любитель вина. И он здесь уже почти 20 лет занимается строительством. И каждый раз, когда он приезжает сюда, он не местный, понимаете? Каждый раз, когда приезжает сюда, он привозил с собой вино, потому что здесь просто нормального вина невозможно было найти. У него была всегда фантазия, что он хочет себе построить, у него его жены, хочет построить себе свою виноделию. И, вы видите, это случилось, но примерно 1,5 года, пока перед тем, как открылась виноделие, его жена умерла от рака, и виноделие названо на ее имя. Мы предлагаем еще одну интересную систему. Смотрите, когда мы начали продавать этот проект, кстати, мы здесь начали строить 3,5 месяца назад. 3,5 месяца назад здесь было пусто, ничего, ноль. Все выстроено за 3,5 месяца. Мы строим очень быстро. Я думаю, что год проект будет закончен, даже меньше. Продано уже почти 60% квартир уже продано. Сейчас опять, когда я начал продавать этот проект и предлагать то, что квартира пойдет в пользование отеля, люди начали меня спрашивать, и это был очень логичный вопрос. Спрашивали, окей, как я могу знать, что моя квартира будет сдата больше или меньше, чем моего соседа? Может, сосед, у него владелец отеля хороший друг, он будет вызывать квартиру больше. Как я могу знать? Очень логичный вопрос. Поэтому мы скорректировали систему, она будет называться Share Income. По большому счету, все, кто
захочет отдать свою квартиру в пользование отеля, во-первых, не все обязаны. Есть люди, которые будут здесь жить, есть люди, которые будут сюда приезжать. Квартира для них, они будут приезжать сюда только на выходные, на vacation, неважно что. А есть люди, большинство, которые будут сдавать квартиру отелю. Опять. Есть все владельцы квартир, которые отдают свою квартиру в отель, заходят в один, как правильно сказать на русском, в один пул, как перевести правильно, общая система. И по большому счету не важно, сколько раз в году я буду сдавать вашу квартиру. 1 раз или 30 раз в год. Вы будете получать тот же процент от конечного дохода этого проекта. Доход будет делиться между всеми владельцами квартир, которые зашли в эту систему. Okay? Поэтому это как можно сказать, как rental guarantee. У вас будет доход, зависит, сколько будет оккупация этих квартир. Мы сделали небольшой подсчет. Сколько будет в конце, что вы можете получить, какой доход вы можете получить от этих квартир. Смотрите, мы взяли очень реалистические цифры. Я проверил, это территория Алсанджак, Лапта, примерно такие проекты, такие квартиры в среднем сдаются за ночь 120-130 фунтов за ночь. Заполняемость квартиры будет 40% в год, всего лишь 40. Не 50, не 60, не 90. 40% в год. Ваш доход, чистый доход, после выплаты maintenance, которые, кстати, будут 100 фунтов в месяц, после выплаты менеджмента отелю, что примерно менеджмент мы еще над этим работаем, но скорее всего будет между 35 до 40% в год. Но в это входит уже все. Я имею в виду электричество, вода, все, чистка, уборка, все входит. После всех этих расходов ваш годовой доход примерно будет 8,5%. С 40% окупаемости, не окупаемости, а населенности квартир. Если будет 50 и будет 60, и скорее всего будет, я думаю, не в первый год, а со второго года будет, и я объясню почему. Эти квартиры отелю очень нужны. Почему? Я говорил, отель 18+. На сегодняшний день у них есть очень много клиентов, которые хотят приехать и попользоваться facilities отеля, но они хотят приехать с семьями, с детьми особенно. Но они сегодня не могут, потому что отель их не принимает. Поэтому отель хочет увеличить количество своих клиентов. И он будет сдавать эти квартиры семьям. Люди могут приехать сюда. Отель, кстати, будет предлагать им бэби-ситер сервис. Можете оставить детей с бэби-ситером в квартире и идти кушать, пользоваться спа, пить вино, концерты, все что хочешь. Вы рядом находитесь. Смотрите, сегодня отель с сентября месяца, когда все открылось, границы по большому счету открылись, у него оккупация почти 80%. Он почти заполнен постоянно, особенно на выходные. Поэтому и на сегодняшний день у них есть очень много клиентов, которые хотят туда прийти. И мне кажется, что оккупация этих квартир будет намного больше, чем 40%. За 12 лет окупится. За 12 лет, может даже быстрее, зависит от сколько. Если 8%, то приблизительно за 12 лет. 8% подсчитано с 40% оккупации. Если будет больше, будет быстрее. Ну, да, в среднем 10-12 лет. О, а сейчас мы зайдем в место, где готовится вино. Вы только посмотрите, вот цех, и здесь готовится вино от А до Я. Это винодельня. Она находится недалеко от нашего дома. Это плюс. Все понимают, что на Северном Кипре ничего нет, все привезено за границей. Италия, Германия, Франция. Очень нелегко вести виноделие на Северном Кипре, потому что ты один, никакой помощи нету, никого там что сломалось, попросить, чтобы те, кто пришел, помог починить. Все или сами, или привозить людей из-за границы, чтобы этим занимались. Но пока у нас получается. Здорово. Сейчас пойдем на сам проект, через дорогу. Все оборудование немецкое, французское, итальянское. А виноград выращен прям под солнце. Рассрочка. Рассрочку мы сегодня предлагаем две опции. Мы предлагаем, первая опция, вы платите 35% первый взнос, остальное мы расписываем на течение строительства. До строительства еще примерно год. Вторая опция, вы платите 60% первый взнос, остальное мы расписываем на 3 года.
3 года. 60% и на 3 года расписывают. Вы можете купить уже квартиру, она может сдаваться в аренду, и вы можете выплачивать рассрочку. Да. Вы через год получите свою квартиру, еще практически 2 года можете ее выплачивать, и арендой можете покрывать свои. Еще раз говорил, что когда я говорил про менеджмент, примерно 40% менеджмента, я еще раз говорю, в это входит все. И для инвесторов это очень удобно. Понимаете, люди не должны ничем заниматься. Люди покупают квартиру. Конечно, на стоимость нужно добавить и white goods, как на русском, белую технику, не знаю, белая техника, как бытовая техника. И нужно добавить, мы предлагаем, называется furniture. Это не только мебель, это входит все. Вы получаете квартиру готовую полностью, с тарелками, с ложками, с постельным бельем, с полотенцами, со всем. Okay? Но это нужно добавить на стоимость, конечно. Сколько пакет стоит? Пакет такой стоит 10 тысяч. 10 тысяч фунтов, 2 комнат, 2 плюс 1 добавляете, и у вас есть все, даже тарелки, ложки. Это хорошая, кстати. И по большому счету ваша квартира с первого дня может сдаваться, или вы можете заезжать и жить. Поэтому очень важно, если вы покупаете квартиру для себя, то вы можете делать, что хотите. Вы можете ставить любую мебель, вы можете ставить любую технику, то, что вы хотите. Если вы даете квартиру отелю, то должен быть определенный стандарт, который мы придумали. Потому что если квартира сдается в 5-звездном отеле, сюда невозможно поставить дешевую мебель, дешевые вещи. Очень важно. Отелю, знаете, когда разговариваешь с менеджером отеля, он начинает презентировать свой отель, он первым делом, что он говорит, что им важно. Какая у них оценка в Booking, какая у них оценка в TripAdvisor, какая у них оценка в Facebook. Для них это самое важное на сегодняшний день. Поэтому они не могут позволить себе, чтобы оценка упала из-за квартиры. И опять, я еще раз повторяюсь, очень важно для инвесторов, что их квартира будет поддерживаться на очень высоком качестве. Вот такую замечательную экскурсию нам провел главный менеджер крупной строительной компании на Северном Кипре, которая сейчас строит для себя такой проект клубного типа, эксклюзивный для инвестиций, для ценителей, в общем, людей со вкусом, которые любят спокойствие, уединение в таком замечательном, красивом месте. Но это место, оно не совсем спокойное. Здесь 5 минут до главной дороги с супермаркетами. То есть мне нравятся такие места, где ты живешь уединенно, тишина, спокойствие, никого нету, природа, но в то же время здесь вся развитая рядом инфраструктура. И ребенка можно до школы довести за 10 минут, а до Гирна добраться за 15 минут на машине. Это очень важно. Также мы хотим сказать, что, обратившись к нам, мы вам поможем приобрести данный объект недвижимости, мы вам дадим свою скидку, которую мы получаем от застройщика. Мы не накручиваем сверху никаких процентов, а также делимся своей комиссией. У вас будет самая лучшая и выгодная цена. Пишите нам, звоните нам, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите в комментариях свои вопросы. Мы сейчас очень плотно работаем со всеми застройщиками, мы узнаем самые первые, самые лучшие объекты, и я скажу, что их достаточное количество. Мы можем порекомендовать вам самое лучшее. И обязательно интересуйтесь ценой, пишите нам, обязательно.